Привет. Это обзор на механическую клавиатуру от китайской компании под названием Skulong. Модель клавиатуры SK68S. Форм-фактор 65%. Ее стоимость 7000 рублей. Версия без Bluetooth стоит 6000 рублей. У данной клавиатуры коричневые свечи. PBT-капы, модульный кабель Type-C длиной 1,5 метра. Bluetooth версии 5.1. RGB подсветка, свой софт, в котором есть множество режимов подсветки. При желании можно создавать свои режимы или редактировать имеющиеся. Можно переназначать кнопки как вам удобно, и есть игровые макросы. Клавиатура очень увесистая и чувствуется в руках как монолитный кирпичик, вес у нее 689 грамм. После того, как было проложено шумоизоляция и виброизоляция, клавиатура стала весить 794 грамма. В версии с Bluetooth аккумулятор с емкостью 1900 мАч. Клавиатура имеет защиту от влаги по стандарту IP68. Вы можете играть в игры, не боясь то, что вы прольете что-то на клавиатуру. Ах да, чуть не забыл, у клавиатуры есть несколько расцветок: черно-серый, бело-розовый, бело-серый, и есть 7 свечей на выбор: синяя, коричневая, красные, черные, желтые, белые и зеленые. Я выбрал коричневые, так как хотел проверить тактильные свечи. А сейчас я вам покажу разницу до и после. А теперь можно посмотреть на режимы подсветки. На фоне я расскажу о минусах данной клавиатуры. Минусы у данной клавиатуры не так много, но они неприятные. Стабилизаторы хоть и смазаны с завода, но они все равно гремят и имеют очень сильный люфт. Подсветка очень тусклая, в темной комнате клавиш почти совсем не видно. Когда подключаешь клавиатуру, у кабель имеет люфт в порте. Низкое качество крепления платы к корпусу. Короткий кабель питания. И маленькая емкость аккумулятора. Заряда хватает примерно на 8 часов. Программа работает только при подключении через кабель. При использовании по Bluetooth нельзя поставить статичный цвет, например, только красный или любой другой. А теперь о плюсах. Приятный звук от тайпинга, качественные противоскользящие резинки, качественный корпус, качественные кейкапы, кабель питания толстый в оплетке, есть софт, где очень много режимов подсветки, и есть возможность использования по Bluetooth. Эта клавиатура у меня в использовании около месяца, и я хочу сказать то, что возможно не стоит отдавать за эту клавиатуру 7 или 6 тысяч, так как тут за эту цену неплохое количество минусов. По сути, это та же GK68, просто с красивыми PBT-капами и с Bluetooth. Если у вас бюджет плюс-минус 5000, думаю, лучше всего взять GK68 или Red Square Kerox TKL Classic, хоть я и отдал за эту клавиатуру 7000.
Это все же лучше, чем всякий оверпрайс, например HyperX, Logitech и так далее. Сейчас у вас на экране я показываю, какие есть режимы подсветки в софте. Я думаю, что я все сказал, что хотел. Оставлю вас наедине с подсветкой.